Поступает некое анонимное заявление, что якобы я, основатель компании Додо Пицца, и наш партнер-франчайзи Станислав Семенов организовали наркокартель. Позиция «все нужно валить» — это позиция пораженческая. Я говорю, я не уеду из этой страны, бизнес — это моя жизнь. Это я буду биться за него. А если условно посадят, значит я пойду и буду сидеть. Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про Федора Овчинникова и неприятную историю, которая с ним приключилась. Возможно, это имя вам ни о чем не говорит, но вы наверняка слышали про его бизнес. Это сеть пиццерий Додо Пицца, которая сегодня присутствует во многих городах России, в том числе в 10 странах мира, в том числе в США. И на этом моменте хотел бы просто обратить еще раз ваше внимание, почему этот человек заслуживает уважения и интереса, потому что открыть бизнес в США, и не просто какой-то бизнес, а продавать пиццу в США простому парню из Сыктывкара, лично для меня это просто какая-то невероятная история. И когда он мне про нее рассказывал в 2015 году, я не верил еще, что она получится. Но она получилась, и сегодня в нескольких городах США тоже есть Додо Пицца. Федор начинал свой бизнес в 2006 году в родном Сыктывкаре. И для начала это были книжные магазины. С книжными магазинами дело не пошло. Оказалось, что не так много желающих покупать книги в Сыктывкаре. Но руки он не опустил. И после того, как история с книжными магазинами не получилась, Федор начал думать, а чем бы ему заняться. И его интересовал бизнес, который можно бесконечно масштабировать не только в масштабах города, не только в масштабах России, но и по всему миру. И тогда он решил заняться пиццей. Но не просто решил заняться, как занимаются многие, тем более вы сами знаете, что рынок перенасыщен, много компаний, которые доставляют пиццу, готовят пиццу, тем более есть международные крупнейшие сети, которые присутствуют практически в каждом городе. И с чего начал Федор? Федор начал с того, что устроился работать в Макдональдс, Папа Джонс, и прошел весь путь, чтобы посмотреть вообще, как этот бизнес выглядит. Он изнутри полгода изучал, как работает этот бизнес, он смотрел, как там все это дело происходит. И потом все деньги, что у него были, он решил вложить в информационную систему. То есть для меня это вообще была какая-то просто фантастическая история, когда человек собрался конкурировать с международными гигантами, у которых есть огромные деньги, штат там маркетологов, известные бренды, вообще отточенные технологии. И он собрался с ними конкурировать. И все деньги он вкладывает в информационную систему, которая позволила бы как раз получить те конкурентные преимущества и обогнать крупных игроков на рынке. И он создает эту информационную систему, которая позволяет контролировать качество, следить за всем, что происходит в разных пиццериях. И проект имеет успех. Он зарабатывает деньги, он открывает несколько пиццерий в Сыктывкаре, после чего начинает продавать франшизы, и Додо Пицца приходит в разные города. Я советую вам прочитать книгу «И ботаники делают бизнес», где описано, как Федор создавал свои компании. И очень интересно. Кроме того, у него есть блог, где он все это дело рассказывает. Я к чему все это дело рассказываю вам? Потому что парень непростой. Это не то, что там на кого-то свалился $1 миллион, какие-то деньги, решил начать какой-то бизнес, как это там часто бывает. Это парень с горящими глазами, который все сделал своими руками, своим умом. И действительно, это просто невероятный человек. Если кто-то имел вообще возможность с ним пообщаться, вы знаете, какой это человек. И сегодня, что самое интересное, до сих пор главный офис Додо Пиццы находится в Сыктывкаре. У них офис в этом небольшом городе. И когда я туда приезжал, я спрашивал: слушай, а почему ты не переедешь в Москву? Почему ты... Он говорит: а мне нравится Сыктывкар, я из Сыктывкара, я хочу здесь. А почему в Сыктывкаре не может быть крутого офиса? А офис у них действительно классный. Я выкладывал оттуда фоторепортаж. Он не уступает многим офисам, которые в Кремниевой долине. Классный интерьер, потрясающая команда, отлично организованные там рабочие места, все там с юмором. Ну, там действительно хочется работать. И для меня это было что-то невероятное. Какой-то Сыктывкар, где вы... Многие из вас вообще на карте покажут этот Сыктывкар, где он находится. И открывать там офис, и созывать туда людей. Кроме того, когда он начал продавать франшизы, он очень внимательно относится к тем людям, которые у него покупают эти франшизы. Все должны обязательно пройти обучение, при этом пройти лично. То есть нельзя просто дать бабла и открыть у себя пиццерию. Нужно пройти обучение, нужно понять этот бизнес изнутри, потому что для
Федора очень важно было, чтобы люди, которые его представляют, они держали марку. Поэтому у Додо Пиццы столько фанатов. И когда вчера появились вот эти вот плохие новости, я начал писать в Твиттер, писать в другие соцсети, я увидел, какое количество людей его знают, поддерживают, любят то, что он делает. Что случилось? Случилось то, что Федора Овчинникова вызвали на допрос. Пока он проходит в качестве свидетеля, но дело довольно опасное. Поэтому единственное, что сейчас остается, это внимательно следить за этим делом. Только огласка может как-то сейчас Федору помочь. И если много людей будут следить за тем, что происходит, возможно, ничего плохого с Федором не случится. И он благополучно из этой истории выплывет. По версии следствия, в начале ноября в Главное управление МВД по городу Москве поступает некое анонимное заявление. Точнее, не анонимное, а от гражданки по фамилии Пронина, по электронной почте. И дальше я узнаю, что не только по электронной почте, но и в некий ящик, который стоит в фойе Петровки 38, бросается вот это анонимное заявление. Что написано в этом заявлении? Что якобы я, основатель компании Додо Пицца, и наш партнер-франчайзи Станислав Семенов, раньше занимавшийся IT-бизнесом, сейчас развивающий сеть пиццерий в Москве и в Подмосковье, организовали наркокартель. И вся, значит, деятельность, вся наша сеть пиццерий – это некое прикрытие. И я осуществляю поставки, организовал поставки, значит, каких-то наркотических средств из Латинской Америки. Я езжу часто там прямо написано, Овчинников ездит часто по миру, якобы посещая свои пиццерии. Но посещать их там не нужно, потому что это всего 4 пиццерии. На самом деле их у нас гораздо больше за границами России. У нас только в Румынии 4 пиццерии. И все эти пиццерии международно созданы для прикрытия. Значит, что мы там выводим деньги, легализуем там через сеть пиццерий там, и так далее. Значит, это заявление, на нем стоял штамп ФСБ 1 ноября и штамп ГУВД 9 ноября. Что происходит дальше? 23 ноября в одной из наших пиццерий в Москве, в районе Южного Медведкова, в туалете сотрудница нашей пиццерии, значит, убираясь, открывает лючок, и в лючке лежит некий там пакет с каким-то веществом. Значит, звонок сразу же владельцу пиццерии, нашему партнеру франчайзи, и он вызывает полицию. То есть, говорит, вызывайте полицию, приезжает полиция, все оформляет и уезжает. И мы все благополучно про это забываем. Я это вообще не знал, потому что у нас, опять же, сеть 300 пиццерий, и что-то периодически случается, где-то там драка, где-то еще, тут это розничный бизнес. Собственно, я в это не погружен. Но в середине декабря мне поступает звонок с неизвестного номера, и там неизвестный мужчина в достаточно грубой форме говорит: Федор Владимирович, вы обязаны явиться на допрос в отделение Южное Медведково по делу распространения наркотиков в ваших пиццериях. И у меня, конечно, сразу там, я думаю, что это розыгрыш какой-то, Южное Медведково, значит, я говорю: извините, я вас не знаю, это, наверное, розыгрыш, начинает на меня достаточно агрессивно давить. Я говорю: окей, если вы из полиции, пишите запрос, мы все официально отреагируем. Значит, и звоню после этого вот нашему партнеру, он говорит: да, действительно, нашли закладку, мы с ним посмеялись, в плане того, что вот там, как бы, я там подумал, что это розыгрыш, там, и так далее, и забываем про это. И на прошлой неделе мне звонит уже женщина, тоже с незнакомого номера, представляется следователем района Южного Медведково, зовет меня, опять же, на допрос. Я говорю: по какому делу? Она говорит: я вам не скажу. Я говорю: наверное, это то, что звонил ваш оперативник, там, распространение наркотиков. Она говорит: да, там. И говорит: вы обязаны прийти. Я говорю: запрос письменный, я, опять же, не знаю, кто вы. И самое главное, я очень занят, и ехать в Южное Медведково — это время. Вы понимаете, что я юридически даже не имею никакого отношения, юридически, операционно, к работе пиццерии в Медведково. Она говорит: вы обязаны прийти, не придете, мы вас приведем. То есть вот приедут, значит, оперативники с ордером, и вы вместе с ними приедете в Южное Медведково. Мы посоветовались с юристами, решили, что нужен адвокат, и поехали на допрос. Значит, допрос состоялся позавчера. Когда я шел на допрос, я думал, что это просто какое-то недоразумение, и
Кто-то просто сказал, когда допрашивали сотрудников пиццерии, что, значит, есть такой вот Федор, основал сеть. И, ну, когда я зашел на допрос, в первые минуты у меня ощущение было, что попало в какое-то сюрреалистическое кино, потому что следователь начала с того, что, значит, возбуждено уголовное дело по статье о распространении наркотиков в особо крупных размеров в вашей сети с статьей максимальное пожизненное заключение. И есть у нас информация, обвинение, значит, заявление о том, что это, значит, вы в курсе, что вас обвиняют, то, что именно вы занимаетесь распространением этих наркотиков. И мне рассказывают это, читают это обвинение, совершенно, да, там, фантастическое про Латинскую Америку и так далее. Я, значит, сразу спрашиваю, смотрите, это серьезнейшее обвинение. Есть некая, значит, гражданка Пронина, которую вы написала. Вы знаете ее? Мне следователь говорит, нет. МВД нет возможности по фамилии и имени узнать, кто это такая. Значит, в заявлении в этом, в обвинительном, да, было четко перечислены пиццерии с адресами, где, по мнению, значит, этого заявителя, распространяются наркотические вещества. Значит, также там было указано на этом заявлении, что заявитель имеет отношение к пиццерии в городе Люберцы, Московской области, и указан адрес этой пиццерии. Значит, что происходит дальше? Меня спрашивают, знаете ли вы этого человека? Я говорю, я его фамилию эту не знаю. Значит, в Люберцах я знал фамилию франчайзи, лично с ним не был знаком, но я знаю, что там, значит, мужчина франчайзи. Вот, и на этом заканчивается. Значит, весь допрос состоял в том, чтобы следователь хотел выяснить, показать мою связь с этой пиццерией. Формально, смотрите, я генеральный директор компании Pizza Venture, ООО Pizza Venture. Pizza Venture – это компания, которая владеет нашими собственными пиццериями. Это 13 пиццерий в России. Есть отдельная компания Dodo Franchising, где я не являюсь директором и не являюсь непосредственно владельцем Pizza Venture, и владеет иностранная компания. И Dodo Franchising. Dodo Franchising продает франшизу в России. В том числе дала пользование марку нашим пиццериям. И, значит, юридически я не имею отношения, в принципе, к продаже франшизы в Медведково. Но следователь все 80% допроса пыталась как бы связать меня с этой пиццерией. Говорила, ну вы же придумали бренд. Хотя бренд – это факт регистрации в Роспатенте в России. И, значит, бренд принадлежит Dodo Franchising компании. Вообще было как? Сначала я открыл пиццерию в Сыктывкаре, и это было юрлицо Pizza Venture. А потом уже через 3 года мы запустили франчайзинг после открытия пиццерии. И тогда было создано юрлицо Dodo Franchising. Собственно, и руководителем Dodo Franchising я сейчас не являюсь. Вот. Что еще было интересного? Ну, пыталась она как бы связать меня с нашим партнером франчайзи Станиславом Семеновым. Очень много было вопросов, типа, вы дружите, насколько часто вы звоните друг другу, поздравляете ли с днем рождения, когда познакомились и так далее. Интересно было то, что, смотрите, в этом заявлении, которое 1 декабря вот поступило анонимно в Главное управление на Петровку 38, были четко указаны адреса пиццерий. Именно в этих пиццериях, вот в одной из этих пиццерий нашли эти закладки. Причем, знаете, как оказалось, закладки было 2. Сначала 23 ноября нашли в первую закладку, а потом в январе нашли вторую на том же самом лючке, в той же пиццерии, значит, наши сотрудники, и также вызвали полицию. И, как мне сказал следователь, в еще указанных в этом заявлении пиццериях есть информация, что тоже было распространение. Я не знаю, МВД вчера выпустила там новость, значит, видимо, это был такой ответный пиар-удар, значит, о том, что это 2 пиццерии зафиксированы, ну, в смысле, 2 закладки в одной пиццерии. Про другие ничего не написали, но мне следователь сказал, что это другие. И вот нас сразу же с адвокатом вызвало серьезные подозрения, что вот это обвинение анонимное, да, где четко указаны адреса, начинает как бы его реально, то есть, ну, оно, скажем так, проявляться и, значит, пытаются это все связать в единое, значит, в единое некое дело, вот как раз о распространении в особо крупных размерах.
Сразу же как бы появилось там много аналогий, потому что ну, знакомые с судебной практикой, со следственной практикой сказали, что подобные как бы дела, они как бы бывают в России. Допустим, то, что заказные, то, что, допустим, вот это заявление анонимное, оно было напечатано на принтере и подписано. И вот, допустим, что, как сказал один опытный адвокат, что вообще нормальные люди, они заявление не пишут на принтере и потом подписывают. Они его пишут, там, пишут его от руки. Еще один очень важный момент. Франчайзи, человек, который купил франшизу на открытие пиццерии в Москве, с которой все это дело началось, его тоже вызывали на допрос. И когда его вызвали, я просто посмотрел его интервью, и я увидел, что человек туда пошел, первый раз пошел туда без адвоката, потому что он не подозревал, что что-то может быть там плохое, он пошел туда без адвоката. Я хотел бы просто обратить ваше внимание, вот это вот самая опасная вещь, которая во всей этой истории произошла. Потому что независимо от того, как будет там дальше развиваться дело, когда вам звонит следователь, когда вас просто вызывают в качестве свидетеля по какому-то там отстраненному делу, просто придите, дайте показания, ничего страшного, пожалуйста, быстрее. Запомните одну простую вещь. Нельзя никуда ходить, нельзя давать никакие показания, нельзя вообще ничего делать без адвоката. Я делал отдельный ролик уже про это, который называется «Никогда не говорите с полицией», где на примере США, даже не на примере России, даже не на примере России, в России с этим все гораздо хуже, на примере США рассказывается, что любые попытки объяснить, что ты не верблюд, рассказать, какой ты хороший, как все вообще классно, они заканчиваются часто реальными уголовными делами. И вот такие вот наивные свидетели, которые просто приходят и хотят помочь следствию, потом оказываются на скамье подсудимых. Поэтому запомните простую вещь. Никогда, ни в коем случае, никуда нельзя ходить без адвоката. Никогда не разговаривайте полицию. В случае России всегда ссылайтесь на 51-ю статью Конституции, которая дает вам право не свидетельствовать против себя, ничего не говорить. Поэтому отказывайтесь от каких-либо объяснений, от каких-либо показаний. Ничего не делайте, не посоветовавшись с адвокатом. Полиция не разберется. Посмотрите, пожалуйста, ролик, который я записал, где подробно объясняю, почему так делать нельзя. Ну и, собственно, мы с адвокатом поняли, что все это там крайне подозрительно. Мы вообще были удивлены, не ожидали такого развития событий. Значит, и решили, что нужно сделать дело публичным, рассказать об этом. И это первый шаг. Второй шаг, что мы написали все возможные заявления, обращения, значит, и бизнес-омбудсмену, и в, значит, МВД написали по поводу вот этого ложного обвинения, по поводу подозрений на фальсификацию. Значит, также хочу еще важный момент сказать. Вот мне много задают вопросов по поводу того, почему, что это такое. То есть я уверен, на самом деле, что это не попытка отжать бизнес, потому что, ну, если говорить глобально там, обо всем бизнесе, что бизнес это наш, это не нефтяная вышка, не там, гостиница, которая приносит деньги независимо от ее управления. Это сложный бизнес. Значит, мы сейчас находимся на инвестиционной стадии, у нас ядро франшизы – это информационная система, и мы инвестируем огромные деньги в IT, у нас там 50 разработчиков, с рыночными московскими зарплатами, это серьезные расходы. Мы инвестируем деньги частных инвесторов, в том числе, которые вложили деньги в компанию. И компания сейчас не зарабатывает, управляющая, да, она инвестирует. Мы только в этом году по планам управляющая компания выйдет в прибыль. Также бизнес децентрализованный, фактически сеть, это 200 пиццерий, 200 предпринимателей, которые, значит, в целом это независимые бизнесы, которые объединены брендом и единой системой. Но этим бизнесом нужно управлять, эти люди верят компании, верят мне. Так, чтобы просто забрать компанию, чтобы это работало, развивалось, это бессмысленно. Особенно вся суть компании – это ее будущее развитие, потому что мы создаем систему для того, чтобы дальше развиваться глобально. Что касается конкурентов, еще одна версия. Я тоже в это не верю, потому что сама специфика бизнеса такая, что клиент, он первичен, более важен, чем конкуренты. То есть даже если ты, значит, навредил конкуренту, то фактор твоего успеха – это твоя работа.
Люди идут в те рестораны, пиццерии, где хорошо обслуживают, где хорошо кормят, а не потому, что вокруг там конкурентов нету. И более того, все наши конкуренты, если говорить о больших, это цивилизованные компании с порядочными людьми, которых я многих там знаю лично и не лично. Вот. И мне кажется, что причины, может быть, две всего этого. Первое – это просто какой-то там неадекват. То есть у нас компания открытая, есть много фанатов, есть, наверное, хейтеры. И, значит, может быть, это связано с какой-то просто там... Мы ищем какие-то сложные причины, да, на самом деле причина, может, какая-то вообще банальная, случайная, там, безумная. Это первая версия. Второе, это то, что, значит, как мне сказал вот один человек, что, может быть, посмотрели там, ну, я как бы не сторонник теории заговоров, посмотрели, что у компании нету так называемой крыши, что никто не стоит за компанией, а это там действительно так, у нас нету каких-то супер крупных инвесторов, у нас инвесторы это обычные люди, их достаточно много, и решили наехать в плане того, чтобы просто, возможно, там что-то заработать, потому что у нас все выручки открытые, мы рассказываем там в интернете, что выручка сети составила 6 миллиардов, кому-то кажется, кто не погружен в бизнес, что это гигантские цифры, и если такие цифры, то значит у компании есть деньги, и значит может быть, проще компании заплатить, чем там входить по допросам, потому что процессуально, да, все, что происходит, это законно сейчас. И все, что будет происходить, будет законно. Но закон так устроен, что, значит, можно там погрязнуть надолго. И может быть такая причина. И, может быть, была недооценка некой там силы публичности, недооценка, возможно, ну, там, некой бескомпромиссности, потому что я скажу и буду повторять, что мы там не будем, не собираемся никому никогда там ничего платить. И я думаю, только такая позиция, она, в принципе, является правильной и может защитить в долгосрочной перспективе. Когда я писал пост первый, я там написал, что найдутся люди, которые сейчас в комментариях скажут: дядька, там, что ты хотел, это же Россия. И я сразу написал для этих людей ответ. Почему? Потому что позиция «все нужно валить» – это позиция пораженческая. И я родился в этой стране, я понимаю, что я говорю, я не уеду из этой страны. Почему? Потому что где бы я ни был, значит, я не буду там своим. Потому что культура, я это четко понимаю, я могу вести бизнес на Западе, но я понимаю, что я все равно, значит, не буду там на Западе, или там не на Западе своим. И моя позиция такая, что оставаясь здесь, будучи открытым, ведя честный бизнес, можно изменить ситуацию. И самое главное, смотри, я, в принципе, внутренне не могу уехать отсюда, потому что на мне лежит сейчас огромная ответственность за бизнес, который я сделал. 200 предпринимателей, буквально, я сейчас как бы не говорю, это не для красивого там, но слова, продавали квартиры, значит, вкладывали все свои сбережения, потому что они верили в меня, они верили в эту историю, что здесь можно этот бизнес развивать. Они открывали пиццерии. Ты представляешь, я сейчас этим людям дам сигнал, что все нужно валить отсюда. То есть вот эти люди сейчас, они вложили эти деньги, они поставили на кон все, они ушли, многие с хороших работ, у них от этого зависит все в жизни, они взяли эту ответственность. И я сейчас им посылаю сигнал: друзья, все бессмысленно, ничего невозможно изменить, нужно отсюда валить. 180 частных инвесторов поверили в мечту, в большую идею, что можно из Сыктывкара сначала построить какой-то российский бизнес, честный, открытый, а потом можно построить глобальный потребительский бизнес из России. Они в это поверили, они вложили большие деньги, в нас вложили там порядка, не знаю, там 200 миллионов рублей. И это не деньги каких-то олигархов или там вечерных фондов. Инвесторы наши, у нас уникальная история инвестиционная. Это программисты, это инженеры, это предприниматели. Они вложили деньги, которые заработали честным трудом. Очевидно, что то, что случилось там позавчера, я этого, не ожидал, это случилось со мной вообще впервые. Но я верю в то, что, значит, с помощью публичности, я не знаю, к чему это приведет, но с помощью публичности здравый смысл победит. То есть везде есть здравые люди, которые понимают, что, значит, если ты
опять же, платишь все налоги, если ты честно ведешь бизнес, то ну, там, душить тебя, там, как бы что-то фабриковать, но это просто за гранью добра и зла. Я верю, что во всех людях светлая сторона всегда есть. Возможно, то, что там сейчас мы выросли, да, возможно, то, что происходит, это связано с этим. Значит, есть все равно есть некие человеческие понятия. Если ты делаешь, допустим, там, ну, что-то незаконное, и с кем-то договариваешься, делать какие-то услуги, там есть какой-то рычаг. У меня есть право сказать нет. Ну, я не хочу. Меня, скажу тебе, приглашали на встречу с Владимиром Путиным. Не лично, а было какое-то большое мероприятие, и там, что есть возможность задать вопрос от предпринимателей. То есть вот типа, значит, всяких вот съездов. Я отказался просто потому, что я не хочу заниматься политикой. И люди, которые меня приглашали, которые, значит, связаны там с государством, при этом, скажем, адекватные, значит, люди у меня, ну, которые действительно искренне развивают предпринимательство, поддерживают в России, они это приняли и поняли. Я сказал, я не хочу заниматься политикой. Я хочу заниматься IT, пиццей, развитием компании. Когда ты руководитель бизнеса большого, где работает много людей, у нас работает 10 тысяч человек во всех пиццериях, это ответственность. Ты всегда все свои решения пропускаешь через эту ответственность. Но, наверное, когда-то возникает выбор, который человек должен будет сделать. И я это понимаю, и я надеюсь, что это время в России не наступит. Россия не идеальна, и взять вот так вот и изменить там людей, систему, страну, значит, невозможно. И я при этом считаю, что везде есть нормальные люди, в том числе и ВВД, и адекватные, нормальные. И есть, значит, в этой системе, условно, некая гниль, есть то, что там, значит, этой системой пользуются, значит, но при этом я не сторонник сказать, что там все ужасно, все 100%, значит, там оборотни там, и так далее. То в России сейчас огромное количество молодых предпринимателей, даже есть такое движение, ну, вот, молодежное там, предпринимательство, оно там в регионах очень сильно. То есть люди платят там, ну, ездят на семинары, значит, уходят с работы, запускают какие-то бизнесы, горят этим там. Все эти бизнесы мелкие, там, продажа каких-нибудь цветов, там, автомойки. И все эти люди хотят развивать честно бизнес, хотят честных, прозрачных правил игры. И я считаю, что развивая наш бизнес, помимо того, что мы там приносим прибыль акционерам, значит, развиваем свою сеть, мы еще вдохновляем большое количество людей развивать бизнес. И так можно поменять. Точно могу сказать, что я не сдамся, не пойду на компромиссы. И если, значит, завтра наделают там домашний арест, там, наручники и так далее, я не пойду на компромиссы. Бизнес – это моя жизнь. Это я буду биться за него. Если надо будет пойти если условно посадят, ну, значит, я пойду и буду сидеть. Что один из факторов вообще выживания и успеха в бизнесе – это оптимизм. И я оптимист, и я думаю, что здравый смысл победит. Настолько все абсурдно, что все закончится. Я не верю, что, в принципе, что-то, ну, как-то должно это закончиться плохо, потому что, ну, просто, если оно закончится плохо, но тогда точно другого пути нет, как там что-то действительно менять. Да, друзья, я хочу задокументировать, что сейчас 10:23, 9 февраля. Почему я это говорю? Потому что, возможно, я предполагаю, что в последний раз публично комментирую это дело, потому что, возможно, меня вызвали на вторичный допрос, чтобы подписать подписку о неразглашении. И мы сейчас, сейчас Илья сказал, что там около 100 уже свидетелей, что все это интервью было записано до того, как я подписал эту подписку, чтобы потом меня не обвинили в нарушении. Следите за этим делом, за тем, как оно будет развиваться, следите за соцсетями. И распространите это видео, чтобы как можно больше людей узнало, что есть такой человек, Федор Овчинников, талантливый бизнесмен из Сыктывкара, который основал невероятно крутую компанию. Пусть там у нее не какие-то гигантские обороты и еще что-то, но она действительно успешно развивается. И такие компании, созданные с нуля в России, это повод гордиться.
Таким людям, как Федору, нужно, я не знаю, давать медали, не знаю, снимать про них передачи, потому что это самый главный актив нашей страны. Это люди с мозгами, которые могут что-то делать, которые могут что-то создавать и развивать. Сейчас делу может помочь только максимальная огласка, поэтому распространите это видео в своих социальных сетях, пришлите ссылку друзьям и следите, пожалуйста, за этим делом.